На прошлой неделе произошло самое долгожданное событие за всю историю существования криптовалюты, ведь наконец-то стало известно, сколько же токенов получат пользователи нашумевшей игры Hamster Combat спустя полгода различной активности в виде выполнения заданий, просмотра роликов на ютубе, сбора ключей, карточек, ну и конечно же перехода по всевозможной рекламе, не самого лучшего качества. И сейчас на хомяка обрушилась огромная лавина хейта, ведь мало того, что активные пользователи получили от 1 до 5000 монет, что даже при учете цены на предмаркете, которая всегда минимум в 2 раза выше обычной, получается всего 10-50 долларов, так еще проблема в том, что все эти токены нельзя продать сразу, поскольку на старте вам будет доступно только 88% ваших монет, а оставшуюся часть вы сможете получить только спустя 10 месяцев после листинга. Естественно, разработчики, как обычно, тянут время и списывают все на второй сезон фарминга монет, который должен быть еще более масштабным, чем первый, поскольку они прекрасно понимают, что 26 сентября станет финальной точкой для самого популярного проекта на крипторынке. Но если мы вернемся всего на 3 месяца назад, когда на нашем канале было опубликовано вот это большое видео, где с первых же минут я вам сказал, что создатели физически не смогут выплатить минимум 500 долларов, как того хотели пользователи, то станет ясно, что наши предположения оправдались на 99,9%. И пока ранее огромное количество фанатов поддерживали проект, искренне верили, что хомяк никого не обманет и сделает так, чтобы каждый игрок был доволен, мы первыми начали озвучивать явные проблемы в отсутствии дорожной карты, токеномики и четких правил, за что именно вам дадут монеты. Также мы обсуждали постоянные переносы листинга и огромное количество рекламы, в том числе и букмекеров, которые необходимо было смотреть для выполнения заданий, что превратилось в реальное цифровое рабство, на котором разработчики зарабатывали большие деньги. Из-за этого еще до того, как стало известно, сколько токенов получили игроки, мы выпускали ролик полгода впустую, где разбирали негатив пользователей, а также предупредили вас, что листинг поставит жирную точку в развитии этого проекта. И теперь, когда все карты почти раскрыты и каждый понимает, что на миллионы рассчитывать точно не стоит, в интернете наблюдается массовая критика хомяка. Пользователи жалуются на то, что это скам, и их просто обманули. Вот только я удивляюсь многих блогеров, которые все лето били себя в грудь и снимали тысячи видео, что хомяк станет самым масштабным airdropом в истории, монета будет стоить минимум 1 доллар, и вам обязательно нужно выполнить те или иные задания, продвигая свою реферальную ссылку в описании. Но сейчас они выпускают ролики, что хомяк скам года и нас всех обманули, а той самой реферальной ссылки вы уже не найдете. И скажите, пожалуйста, что на самом деле является настоящим обманом? Hamster Combat, который никогда никому ничего не обещал? Или все эти инфлюенсеры, которые давали ложные надежды и привлекали как можно больше людей в эту игру? За что они, кстати, в отличие от обычных пользователей, получили гораздо больше токенов. Но главная цель конкретно сегодняшнего ролика — это вовсе не сказать, какие мы молодцы, а все, кто тапал хомяка, это наивные люди, которые верили в то, что проект раздаст минимум по 1000 долларов каждому. Нет, я лишь хочу на примере Hamster Combat показать вам, что в будущем мы столкнемся с многими новыми проектами, которые будут использовать желание игроков получить бесплатные монеты за элементарные действия. Хомяк открыл настоящий ящик Пандоры, и если раньше разработчикам необходимо было создавать монету и убеждать инвесторов ее покупать, то сейчас им даже монету запускать не нужно, ведь можно просто за бесплатную раздачу заставлять игроков смотреть те же ролики на ютубе и получать за это монетизацию, ну или рекламировать все что угодно. А посмотрев сегодняшнее видео, вы сможете сделать для себя важные выводы, чтобы в будущем принимать правильные решения в отношении всех подобных проектов. И таким образом сегодня вы узнаете, как игре Hamster Combat удалось получить доверие игроков, сколько на самом деле будет стоить монета до и после листинга, стоит ли продавать токены в момент начала торгов на биржах, учитывая, что недавний Кэтизен вырос на 30%, сможет ли новая игра от Binance стать популярнее хомяка, и что самое главное, мы расставим все точки над «и», а в конце я отвечу на вопрос, как Hamster Combat убил эру тапалок. Друзья, уверяю, вас будет очень интересно, ведь помимо хомяка мы также уделим время биткоину, который готовится сломать тренд Красного сентября. А также я вам расскажу о важных экономических событиях этой недели. Поэтому перед просмотром обязательно ставьте лайк, и чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем раньше выложим топ альтов на 4-й квартал, который исторически является самым прибыльным периодом на крипторынке. Всем спасибо за поддержку, приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем.
Итак, дорогие друзья, как вы все прекрасно знаете, на днях Hamster Combat наконец-то провел предварительную раздачу монет. И теперь понятно, кто и сколько получит токенов. Вот только реакция игроков, которые уделяли этой тапалке более чем полгода, была не самой лучшей, о чем сразу написали редакторы нашего телеграм-канала. А также на выходных мы еще указали на самую вероятную цену после листинга. И, кстати, такую полезную информацию, а также огромное количество актуальных новостей из мира крипты и не только, мы публикуем ежедневно. Поэтому, чтобы не пропускать, обязательно подписывайтесь. Но сперва давайте разберем все технические моменты касательно раздачи монет, их продажи и разблокировки. Ведь без этого мы просто не сможем двигаться дальше. Судя по скриншотам игроков в соцсетях, даже активные пользователи, которые ежедневно выполняли задания, получили от 1000 до 5000 токенов. При этом заработанные токены в Hamster Combat делятся на части: Total Hamster, Claimed, Next Unlock и Unclaimed. Судя по всему, на ваш криптокошелек попадет та сумма из графы Unclaimed, и позже она отобразится в Claimed после вывода. А Next Unlock — это те монеты, которые останутся на второй сезон или будут доступны позже, ведь пока официальной информации по этому поводу, конечно же, нет. Также на первом этапе игрокам выделят 88% всего дропа, а оставшиеся 11% разблокируются через 10 месяцев после листинга. Добавить способы вывода средств уже нельзя, однако это не означает, что токены из Hamster Combat вы не получите. Скорее всего, вывести их можно будет после листинга, по крайней мере так было у Dox. И самый главный вопрос: сколько же это все будет стоить? Назвать точную цену не могут даже сами разработчики, но давайте попробуем оттолкнуться от премаркета и прошлых проектов, как, например, тот же Notcoin, Dox или Citizen. Как мы писали в Telegram, сейчас цена токена на премаркетах бирж составляет примерно 1 цент, то есть получаем в среднем от 20 до 50 долларов, по факту за полгода активных действий. При этом нужно понимать, что цена на премаркете обычно в 2 или более раз превышает реальную цену, которая уже будет на листинге, ведь так было у Dox. Из этого мы также можем ответить на вопрос, стоит ли продавать свои монеты или лучше подождать, пока цена вырастет. Во всех наших прошлых видео про хомяка и другие кликеры я настоятельно вам рекомендовал продавать минимум 80% полученных токенов прямо на старте, и не более 20 можно ставить на случай резкого роста, как это было, например, у Citizen или Notcoin. Это делается по той причине, что все таблоки после листинга сталкиваются с большим давлением продаж, и цена фиксирует стабильный медвежий тренд. А представьте, сколько сейчас желающих продать хомяка после такого скромного airdропа и роста негатива к проекту. В данном случае даже попытка разработчиков заблокировать часть монет вряд ли спасет его цену. Конечно, количеством полученных монет игроки вообще недовольны, и во всех соцсетях, на ютубе и даже на различных интернет-форумах можно найти очень много негативных комментариев. Игроки ожидали, что за полгода активного тапания хомяка, просмотра тонны рекламы и выполнения разных заданий они смогут заработать хотя бы 100-200 долларов, однако реальность оказалась немного более суровой. Основную выгоду получили разработчики Hamster Combat, которые привлекли множество рекламодателей, но вот делиться своей прибылью с обычными игроками они, конечно же, не хотят. Проблема заключается в том, что до раздачи никто не знал, за что именно будут давать больше монет. Но, как ни странно, больше всего монет получили те люди, которые массово привлекали в хомяка новых пользователей. В первую очередь мы, конечно же, говорим о блогерах, которые просто игнорировали такие проблемы, как токеномику, отсутствие дорожной карты и непонимание игроков, за какие именно действия дают больше монет. Хотя о всех этих проблемах я вас предупреждал еще 3 месяца назад, но задача этих каналов заключалась в банальном продвижении своей реферальной ссылки, и не более, за счет чего вы могли видеть сотни роликов, что хомяк будет стоить $1, вам необходимо выполнить новое задание, в очередной раз посмотреть много рекламы, и все, чтобы на выходе вам дали 10-20 долларов. По факту схема, по которой работал хомяк на протяжении полугода, очень простая, и она заключается в том, чтобы мотивировать игроков выполнять любые задания за бесплатные токены, которые должны раздать после листинга. А вот те самые блогеры сыграли решающую роль в популяризации данного проекта, преподнося его как печатный станок для денег, где каждый может озолотиться. На самом деле хомяк мог сделать более крупную раздачу, ведь у него были деньги, но учитывая порядочность разработчиков, на которые всегда акцентировал ваше внимание, то своим профитом делиться никто не хотел. И даже те, кто рассказывал, что хомяк не оставит в беде своих преданных тапальщиков и нужно продолжать проявлять активность, резко изменили свое мнение, жалуясь на то, что их кинули, когда стали известны цифры airdропа. И вот к таким людям у меня большие вопросы. Сейчас они называют хомяка скамом, но давайте откровенно, чем же тогда все эти блогеры лучше хомяка? Они, честно говоря, даже хуже, потому что в отличие от них, хомяк никогда ничего не обещал. Действительно, вспомните хотя бы один официальный пост, где разработчики писали о четком количестве полученных монет или о их цене. Таких постов просто нет, в отличие от многих видео. Поэтому если ответить на вопрос, реально ли хомяк является скамом, то я скажу, что нет. Все эти фантазии о миллионах просто ожидание пользователей, ведь за это время люди реально поверили хомяку.
рынку, в чем, конечно же, помог Notcoin и его успешный airdrop. Ну а вот теперь, когда все понятно, что будет с ценой монеты после листинга? Как я сказал ранее, судьба цены у этой монеты одна, и она может повторить движение своих коллег по цеху, а именно зафиксировать уверенный нисходящий тренд. Ведь сейчас все смотрят на 26 число, как на гоночный флаг, после сигнала которого начнутся активные продажи. За неделю цена, вероятно, откатится вниз, но так как у Hamster Combat намечается второй сезон, 100% будут спекуляции на его цене. В это время вы сможете наблюдать, как начнут появляться новые ролики с прогнозом на Hamster Combat и его готовности к активному росту. Я называю это дать проекту второе дыхание. Конечно, в это время могут наблюдаться локальные скачки цен, в принципе, как и у всех, но мой вам совет: в это время покупать не стоит, поскольку это не что иное, как манипуляции, которые играют на жадности инвесторов. И как показывает практика, в это время распродают остатки токенов самым преданным фанатам. Но цена в это время сильно падает. Наглядный пример Notcoin, который также делал попытки восстановления, но его общий тренд все равно остается нисходящим. Плюс к этому к хомяку прибавьте негатив его пользователей, которого не было у Notcoin. Поэтому если вы задумываетесь над инвестированием в хомяка после листинга, учитывайте эти огромные риски. Но знаете что? Хомяк — это больше, чем обычная тапалка, ведь эта игра реально стала неким феноменом на крипторынке. Хомяк показал, что только из-за жадности игроки готовы делать все: смотреть видео, рекламу, выполнять квесты, и при этом заметьте, все эти действия выполняются даже без понимания того, сколько дадут монет и сколько они будут стоить. А тем временем разработчики зарабатывают деньги, причем, учитывая множество рекламных контрактов, суммы там далеко не маленькие. Таким образом, разработчики приоткрыли ящик Пандоры, и я более чем уверен, что они уже готовят новый проект, возможно даже несколько, который будет использовать тот же принцип, что и Hamster Combat. Формула успеха слишком проста, но это не мешает ей быть настолько успешной. Создатели поняли, что за бесплатные токены игроков можно заставить делать абсолютно все. Сейчас механизм Tap to Earn пытается догнать биржа Binance с запуском своей мини-игры в Telegram, но Binance явно пытается прыгнуть в последний вагон, потому что хайп вокруг тапалок, откровенно говоря, падает. И если честно, хомяк очень сильно подпортил репутацию таким играм и частично даже убил рынок Tap to Earn, за счет чего эти игры будут придумывать немного с другим механизмом, но при этом суть получения бесплатных монет останется та же. Подводя общий итог, я могу сказать, что на хомяке рынок криптовалюты точно не заканчивается. Каждый день создаются новые проекты с различными новыми функциями. Также давайте не забывать, что в октябре нас ждет листинг того же Bloom и многих других разных тапалок, которые мы разбирали вот в этом видео. Но я хочу, чтобы Hamster Combat стал для вас неким опытом. Ведь даже если вы получили мало монет, самое главное, что вы следовали моим рекомендациям и не тратили на проект свои деньги. Это точно будет для всех, но по большей части для новичков бесценный опыт, который однозначно пригодится вам в будущем. В прошлых роликах про хомяка я вам уже говорил свое отношение к тапалкам, и я против них ничего не имею, ведь по сути вы реально получаете бесплатные токены. И конечно же, если у вас есть свободное время создавать активность в таких приложениях, то вы можете этим заниматься. Но при этом я не рекомендую вам вкладывать свои деньги в эти проекты, ведь по сути вы даже не знаете, сколько стоит одна монета. Поэтому все, что касается дальнейших инвестиций, только после листинга. Повторюсь, расстраиваться не стоит, ведь крипторынок это намного больше, чем просто тапалка в виде хомяка. На рынке есть очень много более перспективных проектов, в которые реально стоит инвестировать. Отличным примером является монета Sui, которая показала рост более чем на 100%, хотя перед этим я рекомендовал ее покупать в нашем последнем топе монет. Поэтому делайте выводы, анализируйте рынок и, что самое главное, постоянно изучайте новую информацию. Ведь на примере нашей подписки Coin22 Pro я могу сказать, что успех в инвестировании зависит только от вашего опыта и знаний. И если вы чувствуете, что вам необходимо потянуть свои навыки в трейдинге на крипторынке, или вы желаете обучиться абсолютно с нуля, вы всегда можете присоединиться к подписке Pro, где на основе практических уроков в сопровождении специалистов вы научитесь торговать, открывать вот такие сделки, проводить анализ рынка, а также мы научим вас собирать перспективный спотовый портфель. Подписка Pro успешно работает уже более 2 лет, и за это время мы построили формат индивидуальной работы с каждым участником, что сильно влияет на общий результат. Поэтому, чтобы получить качественное обучение и профессионально торговать на фьючерсах, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Ну а завершить сегодняшний ролик я бы хотел экономическими событиями, которые будут оказывать влияние на биткоин и весь рынок в целом на следующей неделе. А также давайте проведем анализ цены биткоина, потому что сентябрь подходит к концу, и его рост может сломать исторически негативный тренд красного сентября. Во-первых, что касается событий. Важным днем будет 26 сентября, и не только из-за листинга хомяка, ведь в этот день опубликуют ВВП США за второй квартал, выступит глава ФРС Джером Пауэлл, и еще нас ждет отчет по заявкам по безработице. Все 3 события имеют особое влияние на индекс доллара, который после снижения
снижения ставки упал и сейчас стимулирует приток капитала в рискованные активы, за счет чего в этот день будет наблюдаться высокая волатильность. А также в пятницу опубликуется новый индекс, отражающий инфляцию. Падение инфляции станет положительным сигналом для биткоина, но при этом биткоину необходимо преодолеть сопротивление в диапазоне от 64 до 66 тысяч долларов, прежде чем его цена продолжит рост. Сейчас график биткоина показывает структурный нисходящий тренд. На более высоком таймфрейме цена достигает еженедельных более низких максимумов, а ликвидация фьючерсов управляет ценовым действием. Естественным результатом прорыва, подобного тому, что наблюдался на этой неделе, было бы повторное тестирование ценовой базовой поддержки около 20 SMI, особенно если этот диапазон продолжит оказывать сопротивление. Но при этом, если мы будем следовать прогнозу от известного аналитика Титанов Крипто, то первая ключевая цель для биткоина находится на уровне 85 тысяч. Конечно, мы его не рассматриваем в рамках сентября, ведь эта цель больше запланирована на начало следующего года. И такой прогноз связан с индикатором RSI на недельном графике, ведь сейчас данный индикатор продолжает набирать бычий импульс, который может привести рынок к новым максимальным уровням, из-за чего данный прорыв индикатора RSI сигнализирует о взрывном движении цены биткоина в конце этого года и в начале следующего. Таким образом, поскольку мы приближаемся к октябрю и к четвертому кварталу, то это лучшее время для покупки рискованных активов, и я продолжаю придерживаться долгосрочного оптимистичного прогноза в отношении биткоина, а экономические данные, которые опубликуют на этой неделе, могут только усилить бычий тренд, так что за всеми данными мы внимательно следим и актуальные отчеты публикуем в нашем телеграм-канале, так что обязательно подписывайтесь, а также в комментариях напишите, сколько токенов хомяка вам удалось получить и как вы думаете, сколько они будут стоить, ведь сейчас это самая главная тема на рынке. Дополнительно жмите колокольчик и увидимся уже в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!